Поздравляю! Вы прошли обряд окуривания, то есть очищения. Но от чего вас очистили? От вирусов и бактерий? Все сложнее, и связано это с ментальным состоянием человека. Сейчас вот угли у нас подгорают, мы положим и чуму очистим. Сзади священного шеста обряд делается. И потом у входа тоже в двух местах. А потом уже людей очищают. Вообще считается, вот у немцев чум, он же конусообразный, он как и храм. Он здесь как бы под Богом находится. Напрямую у него общение с внешним миром через космос, да? Через Вселенную. Миром. Да. Поэтому он должен все время соблюдать вот эти обряды очищения. Обычно такие вещи делаются не на камеру, все-таки таинство. И то, что туристам покажется экзотикой, для коренных народов Севера традиционный образ жизни. Обряд окуривания совершается только при значительных событиях. Когда рождается новый ребенок, привозят его с матерью в чум, обязательно обряд окуривания пройдет. И этот ребенок, его мама, чум и все имущество, все члены семьи, чтобы путь ребенка был чистым и ясным. Также обряд окуривания во время жертвоприношений проводится. Когда какие-то именитые гости, именитые события, что-то нестандартное происходит в семье. Если человек приехал просто чай попить, обряд очищения он не должен принимать. Просто он чай попил, а если он собирается, допустим, переночевать, тогда он должен обряд очищения пройти. Потому что он же будет ходить вокруг чума, допустим, да? В некоторых случаях нельзя ходить, допустим, мужчинам даже, допустим, вокруг чума нельзя ходить, допустим, да? Если он не прошел обряд очищения. У обряда окуривания еще и печальная участь, которую тоже должен исполнять. Это во время проводов в иной мир членов семьи, родственников, когда уже возвращаются, проводив человека в иной мир, тогда проводится обряд окуривания. Обряд окуривания в этом случае несет только сакральный характер. Обычно перед самим обрядом совершают еще одно действие. Настоем из жженого березового трутовика чаги обрызгивают помещение, предметы в чуме и около чума, а также умывают глаза. Так обряд будет завершенным и правильным. Идея очищения дымом прослеживается у многих народов, как в России, так и в других странах. Если посыл у обрядов схож, то ингредиенты, которые добавляют в дым, могут отличаться в зависимости от места проживания. Кусочек меха, кусочек жира отдельно. И еще мы обычно добавляем с ворота, это мех песа. И вот так вот приготовить комочки для каждого, кто собирается очиститься. На, положь сюда. Вот сюда. Вон, видишь, где огонечку больше? Давай, чтобы... Тут чуть-чуть. Урони. Вот, молодец. Теперь глаза умыть. Глазки помой. Далеко, чтоб видел, хорошо, чтоб видел. Только на красоту смотрел и только на прекрасное. Чтоб все грехи ушли. Давай.
Коми православный народ, поэтому так таковых, как мы привыкли обрядов очищения, у нас нет. Но так как мы православные, конечно же, очищают место, да, новое жилище или людей, да, на большие православные праздники, конечно же, ладаном. Для нас дым от можжевельника также является очищающим. Очищение – это очень сакральное действие. Во время родов женщины используют во всех сакральных мероприятиях, ну, там, медвежьи игрища или такие сакральные праздники, которые проходят. Вот в таких местах ее используют. Но на встрече гостей у нас такого не бывает. Но это современный метод использования вот этого дыма. Ненцы – один из самых многочисленных, малочисленных народов Севера. Больше 40 тысяч представителей не только на Ямале, но и в соседних Ханты-Мансийском, Ненецком округах, Архангельской и Мурманской областях. Тех же селькупов меньше в 10 раз, а саамов и вовсе в 25. У ненцев особое отношение к духам. Посредники между ними и людьми – шаманы. Шаманы предсказывали будущее, лечили, помогали искать погибших. В общем, трудились во благо. Сколько сегодня шаманов на Ямале, точно никто не скажет. Переписи такой не ведут. Впрочем, ритуалы разрешено проводить и без посредников между людьми и божествами. Вселенная, по представлениям ненцев, по верованиям ненцев, состоит из 3 миров. Верхний мир, средний мир и нижний мир. Соответственно, там живут боги, духи и всякие другие сверхъестественные существа. Нум – это верховное божество. Он живет на 7 небе. По-ненецки он переводится «нум» – это небо, это небесные явления все. А антагонистом ему является Nga, хозяин нижнего мира, дух нижнего мира. Там живут духи умерших людей. И встреча с этими духами в реальном мире чревата не самыми приятными последствиями. Нет-нет, мы не нагнетаем. Вот вам история из жизни. Где-то 2016-2017 я работал научным сотрудником в музейно-выставочном комплексе имени Шимановского. Ну и звонят мне мои коллеги с фондов и с таким странным вопросом достаточно: как ты относишься к покойникам? Ну, говорю, да нормально. Они: слушай, сходи, выдай вот эту вот мумию. Говорит, как бы приехали ребята. Ну и только я выхожу из кабинета, закрываю дверь, у меня подкашиваются ноги. Начинается обильное потовыделение, и я начинаю трястись. И я иду и не могу объяснить, что со мной происходит. Значит, выдаю мумию, возвращаюсь назад в кабинет, коллеги мои сидят, улыбаются, такие: ну, что, плохо тебе? Я говорю: девчонки, ну вообще не знаю, что такое происходит. Они такие: значит, идешь в 45-й фонд, а у нас там, получается, стояли идолы. И такие: делаешь им преподношение. И вот как только я вот это последнее действие делаю, в этот же момент все проходит. И вот, честно говоря, до сих пор не могу объяснить, вот что это было. На определенном этапе развития вообще человечества вот этот вот феномен или явление шаманства, оно как бы родилось, да, и, собственно, существовало. До сих пор нам свойственно вот это вот мифологическое сознание, да, нам гораздо проще объяснить какие-то явления
в этом мире не языком науки, а языком мифа. Вот это вот суеверие. У меня есть один очень хороший знакомый, друг детства. Однажды, значит, он решил поехать в поселок с другом, и они остановились у священного места. Принято оставлять на священном месте спиртные напитки. И тут парень решил попробовать выпить, а тот-то друг ему говорит: ты не трогай, нельзя, тут сакральное место, и вообще с тобой может что-то произойти. Он решил проверить. И, значит, проверил. Спустя какое-то время, может быть, месяц, может быть, полтора, человек заболел, и по сей день он болен. Когда наши предки, немцы, осваивали вот это вот край, они ставили как бы маркеры этой своей территории. Священное место, это место силы. Вот приходят люди в церковь, да, вот в другой религии, мечеть там приходят люди. Вот это то же самое, только они у нас на открытом месте. Коренные жители знают о расположении священных мест, обладающих особой сакральной значимостью, и без необходимости их не посещают. Если же встреча неизбежна и маршрут послания пролегает через такое место, оленеводы проводят обряд жертвоприношения или преподносят дары местным духам. Монетки можно. Кусочек этого материала привязать монетку на священном месте, за веточку там можно, да, а и взамен взять тоже такую же взять. И это будет в дальнейшем твой оберег. А что делать человеку, который не относится к коренным народам Ямала? Ловите наш чек-лист. Признаки, которые могут указывать на потенциальную священность места. Первое. Географические особенности. Необычное природное образование. Холмы, скалы, камни разных форм, группа деревьев, лиственницы или березы, отдаленность от населенных пунктов или стойбищ. Второе. Артефакты и следы ритуальной деятельности. Деревянные идолы, перевернутые рога оленя, черепа животных, цветные ленты из тканей, нарты, пустая тара. Это могут быть стеклянные бутылки, металлическая посуда. Колокольчики, медные и серебряные монеты, следы от жертвоприношения, угли, кровь, остатки пищи. Так что нужно делать в случае обнаружения священного места? Не приближаться к данному месту и по возможности обойти. А вот если пути отхода нет, то советуем задобрить местных духов. Мы решили пойти до горы Раис самостоятельно пешком. Вот, и немножко не рассчитали по времени, солнце уже село, мы не взяли с собой фонарики, было достаточно темно, и мы ничего не видели вокруг. Помимо того, еще пошел дождь, ветер, и мы думали, нам уже скорее нужно поставить палатки и быстрее уже разместиться. И нашли хорошую такую поляну для размещения палаток, ровную, идеальную для нас, вот. Но здесь у нашей подруги, у нее какая-то случилась истерика, и она просто уговаривала нас: ребят, давайте не будем здесь оставаться, я чувствую какую-то здесь энергию, давайте лучше пойдем обратно. Послушались ее и пошли обратно, и решили разместиться в другом месте. Вот. Мы переночевали, разместились, и уже на утро решили прогуляться вокруг, и пошли мимо этого места. И там мы уже поняли, почему же случилась такая история, почему она почувствовала какую-то энергию. Там стояли идолы. Тогда мы немножко удивились и даже попросили у них прощения, что мы их потревожили ночью. Есть такое понятие, как достопримечательное место. Так вот, оно очень широкое, и среди прочего в его определении есть это места совершения религиозных обрядов. И если обратиться даже формально к закону, это закон 73 ФЗ об объектах культурного наследия народов Российской Федерации. И с этой точки зрения, конечно, эти места, понятно, не все, но если у них есть
так называемый предмет охраны, то они должны находиться под охраной. Священные места коренных жителей Ямала – это не туристические объекты, об этом надо помнить. Их посещение без крайней необходимости не допускается и считается неуважением к традициям и верованиям местного населения. Впрочем, для желающих познакомиться с уникальной природой и самобытностью Ямала есть много вариантов. Недавно иностранные туристы были. Для них, например, большой интерес вызывает ежедневный труд оленеводов. Ну, то есть они чуть ли там не в очередь выстраиваются, чтобы порубить дрова. Потом очень интересно им было пишней наколоть лед. Ну, потом этот лед они складывают в мешки, привозят, там, приносят в ЧУМ. Хозяйка ЧУМа складывает в такие баки, чтобы он растаял, и потом из него получают воду. И несколько туристов, они были удивлены, когда из чайника им наливают чай, и они говорят: это та вода, которую мы добыли. Спички или огниво символизируют жизненную силу, тепло домашнего очага, защиту от холода, диких зверей и злых духов. Я часто путешествую, поэтому в моем рюкзаке всегда есть коробок спичек. Это мой оберег. Кстати, коробок в тундре кладут детям в люльку вместе с ножом. Традиционные обереги немцы изготавливают из различных материалов. Агоны, куклы-обереги, ложные косы, символизирующие позвоночник и защищающие от злых духов, а также шкурки горностая, размещаемые в доме для отпугивания злых духов. Важно отметить, что понятие оберега тесно связано с верованиями и традициями конкретного народа или культуры. То, что является оберегом для одних, может и не иметь такого значения для других. Эффективность оберега с точки зрения науки не доказана, но его психологическое воздействие, чувство безопасности и уверенности, может быть значительным. Куклы, ахканда, оберег, можно сказать, и на одежде, вот если вы заметили, у нас есть такие кружева черные. Это также оберег от злых духов. Один из главных оберегов – это орнамент. Подразумевает какое-то животное, которое оберегает этот род конкретный. А еще орнамент способен помочь, прибавить сил, даже вывести в лидеры своего хозяина. Например, орнамент оленя рога или передние оленя рога обозначают быть впереди, то есть первенство, лидерство. Если вы только приехали на Ямал, обратите свое внимание на инфраструктуру. Вы заметите, что национальный орнамент изображен на многих зданиях, скульптурах, а также располагается на гербе и флаге округа. Может, поэтому наш регион один из передовых в России? Кто знает?